Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего, события недели с 25 по 31 декабря. Заключительная неделя уходящего года 2023. И я поздравляю всех, кто встречает Рождество 25 декабря. И давайте верить в то, что мечты сбываются, и стоит нам приложить некоторые усилия, и обязательно откроются как и нужные двери, так и нужные люди нам встретятся. Спасибо, что вы смотрели весь 2023 год мои видео, за то, что вы были со мной. Спасибо за ваши добрые, искренние комментарии, волшебные пожелания. Все это мое вдохновение. И я так надеюсь, что в 2024 году много счастливых минут нас вместе ожидает. Вот карта перевернулась. Не устраивайте себе, мои дорогие близнецы, никакой глубокой философии на этой неделе. Это, знаете, карта того, что нет. Но, видимо, какая-то хандра или, знаете, как какой-то глубокий анализ, который совершенно не нужен вот на этой неделе, кого-то из вас может посетить. Поэтому нам совет этот карта дает. Не мешайте себе. Вот не мешайте себе, мои дорогие близнецы, на этой неделе, видимо, кому-то из вас это важно услышать. Может быть, правда, какой-то вопрос не решился. Может быть, и в отношениях какая-то черная кошка пробежала. Все бывает. Но это что-то мелкое, незначительное. Вам только в полный вперед. Поэтому реальность какая-то, она совершенно иная. А здесь как будто если начнем что-то по полочкам раскладывать, да, или анализировать, ну, где-то там и застрянем на глубине этих эмоций. Итак, первую карту давайте мы достанем. Что будет радовать на этой неделе, мои дорогие близнецы, узнаем. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время? Или что может вам помешать? А что вам будет помогать? Давайте, что скрыто? Может быть, вы чего-то не знаете, не придаете значения. Достанем по основным сферам жизни и дела, работа, бизнес, финансы. Достанем такую карту, как личная жизнь. И карту совет. Что нам подскажет колода золоченого Таро? Итак, вот так. Что будет радовать? Вы знаете, успешное решение каких-то, первое, финансовых вопросов, как будто уход от недостатка, может быть, финансов, как раз деньги можете получить, или какие-то перспективы новые. И второй момент, от недостатка взаимопонимания. Какая-то прежняя история, точнее, две истории, которая... Первая говорила, может быть, о том, что какой-то вопрос финансовый у вас не решался. Или когда вы что-то просчитывали, понимали, что вам придется много потратиться, а здесь, скорее всего, меньше придется потратиться. Или если деньги задерживались, значит, как-то тут быстрее дело пойдет и деньги вы получите. Или если в отношениях царило недопонимание, но с кем-то вы там не договорились, может быть и с близкими, может быть и по работе. Вот как раз вот этот недостаток, точнее, как и по финансам, так и где-то через общение. Вот будет радовать, что вы это все нивелируете, сведете на нет. Или люди как-то по-другому отреагируют, или какая-то ваша финансовая история как будто улучшится, потому что, ну, что бы вы там ни планировали, либо больше денег, может быть, если вы, ну, поставили себе какие-то траты, да, то вы с большей суммой останетесь, а путем того, что меньшую сумму потратите, вы останетесь довольны, опять же, да, то ли вы с кем-то сумеете очень удачно договориться. Давайте неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Шикарно. Посмотрите, вот как уход от недостатка денег, недостатка взаимопонимания, и в неожиданностях счастье, радость, удовольствие, любовь, мои дорогие. Опять же, финансы. Посмотрите, золотые рыбки плещутся, как будто. И рыба – это один из символов достатка, финансовой стабильности.
успеха, но и эмоции все-таки это туз кубков, признание в любви, как будто умение просчитать для себя что-то наперед, увидеть свои возможности, да, все-таки у нас как будто дельта изображена, но в виде глаза, да, и это еще и показывает, посмотрите, разные фазы Луны, как будто при любом стечении обстоятельств, при любых фазах Луны вы сможете словно просчитывать наперед на далекий период времени. Что-то как и предусмотреть, как и для себя что-то создать, так и увидеть какие-то возможности, а главное – счастье, радость. Знаете, какие-то приятные события, подарки, восхищение какое-то или, может быть, комплименты в неожиданностях, мои дорогие близнецы, для вас прекрасная неделя сама по себе. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Да нет ничего, чему бы сейчас не было времени, хотя, может быть, какая-то прагматичность, может быть, такая чересчур. Но или, знаете, когда чересчур рационально становимся или мелочны, может быть, становимся, где-то пытаемся, ну, так скрупулезно быть расчетливым в деньгах. Вот разве что это для кого-то. Хотя нет ничего того, чтобы вам помешало, мои дорогие. По королю Пентаклей это, ну, разве что, если был какой-то человек, с которым, ну, было связано то или иное недопонимание, то здесь как раз вы сможете как и договориться, так и найти какие-то общие точки или общие интересы. Я не вижу по этой карте каких-то препятствий в принципе, а вот согласовать что-то для себя, сделать что-то более стабильное, надежное, уверенное, шикарно на этой неделе. Давайте мы посмотрим, что же будет помогать. Шестерка мечей – это карта заслуженного успеха. Вы знаете, какая-то дорога может вам помочь. Куда-то вы отправитесь, хотя по этой карте сама по себе карта еще может говорить о смене сферы деятельности. Конечно, и о том, что вы можете менять работу. Если прежде это был офис, теперь, предположим, работа с командировками. Или наоборот, это может быть как работа на дому. Работа, связанная посредством интернета, для кого-то изучение IT, новой специальности, новые возможности. Или переезд куда-то далеко, или к вам, или вы куда-то. Перемещение тоже проходит по этой карте, но как будто заслуженный успех вам обеспечен в том или ином вопросе. И он помогает, дорогу осилит идущий. И поэтому, если движемся вперед, не стоим на месте где-то, выходим из каких-то своих предубеждений, как вот по той восьмерке мечей, которая нам перевернулась и говорит, не мешай себе. Вот если самому себе не мешать, огромные возможности, они сами по себе, как будто вас ждут, и вы на пути к этому, к осуществлению того, чего бы вы хотели. Главное, не останавливаться. Что скрыто? Шикарный туз пентаклей, олень. И шикарный пентакль у него на рогах. Получение денег, получение какой-то новости, получение документа. Вот как раз как и согласований. Получение, может быть, тех денег, которые задерживались, правда. Или когда не было взаимопонимания, то здесь словно высшие силы. Когда выпадает туз пентаклей, это, знаете, как поддержка высших сил иногда может означать. Это пусть в этой колоде у нас так изображен своеобразный пентакль, а часто ведь это туз пентаклей изображен пентакль как круглый и где-то напоминает колесо фортуны. Вот для вас какая-то ситуация может быть по воле высших сил принять новый какой-то оборот, и это будет означать какие-то новые возможности, как по финансам, как по личной жизни, практически по любой сфере жизни. Просто у каждого из вас проиграются какие-то приятные новости, события, когда вас это более вдохновит. И это ведь в позиции, что скрыто, вы можете этого пока не видеть, как улучшение финансового благополучия. Не случайно туз кубков, посмотрите, туз кубков, туз пентаклей. Здесь и как по эмоциям, так и для кармана, мои дорогие близнецы,
По работе тут что-то у вас может быть решено с большим плюсом. Так и если согласование по документам или получение вот самих каких-то документов, тут тоже может произойти. Дела, работа, бизнес. Вот посмотрите, у нас пара выпадает. И для кого-то, для вашей пары, может быть, ваш партнер рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет он асцендент. Все же у нас, повторюсь, пара выпала, и это могут быть как вопросы вашей пары, вашей семьи, и какие-то согласования, может быть, посредством документов, или то, что вы будете планировать. Иногда это проходят вопросы недвижимости тоже. Потому что по королеве Пентакли это та, которая себя создала сама. Отчасти это ваша будет такая энергетика, когда вам все подвластно, мои дорогие близнецы, когда вы можете осуществить все, что хотите, причем в спокойном ритме, когда вы уверены в себе, когда нет каких-то преград. И тут правда, тут и приятные эмоции, тут и взаимопонимание, все то, что в неожиданностях. Тут какие-то возможности великолепные, так и финансы. Дважды, трижды. Все на своих местах. И прогресс по шестерке мечей как будто тоже помогает. Тут новые возможности, словно пространство. Вот как я в самом начале говорила. И нужные люди встречаются, и врата вам Вселенная открывает. Всему свое время. Вот, видимо, для чего-то очень важного в вашей жизни, мои дорогие близнецы. И именно время на этой неделе, будьте внимательны. Что по финансам, хотя нам тоже все сказали. Единственное, по рыцарю мечей не потратиться на то, что не нужно, да. Здесь, знаете, вообще может прийти какая-то ясность с получением новости, когда, знаете, прежде что-то было словно скрыто, а теперь, как не случайная случайность, вы узнаете какую-то правду. Для кого-то это может быть так. Для кого-то из вас это вы сумеете решить какой-то вопрос, который, может быть, касался трат финансовых и с какими-то меньшими потерями, или если нужно было сделать какие-то согласования, может быть, даже с людьми сложными, то тут тоже больше возможностей, как сохранить как будто деньги и какой-то вопрос, так вот из него красиво выйти. Может быть и так. Для кого-то из вас все же эта карта предупреждает о том, что, знаете, на финансы рыцарь мечей нас призывает видеть какую-то правду, конкретику. Не где-то поддаваться эмоциям. Не поддаваться эмоциям как со знаком минус, понимаете, в плане разочарования. Тут как раз для вас на этой неделе что-то больше и решится. Может быть, еще на начало вы где-то можете расстраиваться, потому что очень хочется как-то изменить какую-то финансовую историю. А уже я могу предположить, к концу недели вы получите известие, или, по крайней мере, многие из вас либо через известие, либо вы сами находите выход, каким образом что-то изменить. Правда, как тайное станет явным, или какие-то возможности придут. Но все-таки рационализм какой-то по финансам, финансы будут, нам об этом сказали, но разве что что-то может задерживаться. Значит, не устраивайте себе каких-то сомнений. У вас очень благоприятная неделя. Что в личной жизни? Луна. Вообще, эта карта прекрасно проигрывается, когда мы говорим об отношениях в паре. Или отношения, то, что для семьи, да, это тепло домашнего очага, это взаимопонимание, это чувство, это ласка, это нежность, это все то, что, знаете, нам позволяет в хорошем смысле расслабиться, или вот дом моя крепость, да, вот это все проходит. Наши близкие, кому мы доверяем, кто нас любит такими, какие мы есть. Поэтому для тех, кто в паре, прекрасно проиграется. Но, может быть, есть тот еще вопрос, который сколько ты не убыстряй, мы как будто пока на этой неделе можем еще и не решить, если это касается личной жизни. Да, предпосылки какие-то, посмотрите, я сказала пара, точно будут. Или что-то вы будете тут планировать в вашей паре вместе. По этой карте, с учетом того, что есть и конкретика как будто на этой неделе, есть и возможности.
Но сказать, что на 100% что-то вы решите, все-таки я тоже не могу. Единственный момент, когда выпадает карта Луна, не рискуйте собой. Потому что иногда эта карта говорит о том, что могут происходить те события, которые непреодолимой силы. К примеру, если вы оказываетесь в толпе, меня смотрят люди из разных стран, вам как будто не в том направлении, куда все побежали, а в противоположном. Вот то значение фразы «меня несет толпа». Вам важно всю неделю контролировать обстановку. А когда меня несет толпа, это уже не про контроль. Потому что можем мы словно оступиться, понимаете? Но есть определенный риск. Поэтому тут как бы не время вообще чем-то рисковать для вас. Как вами самими не время рисковать, так и, может быть, отчасти отношениями. Здесь больше радости, взаимопонимания. Поэтому я так надеюсь, что для вас, мои дорогие, как раз эта неделя проиграется как возможность, даже если было какое-то недопонимание в вашей паре, то здесь вы что-то можете расставить по местам. Для кого-то из вас это еще и просто как интуиция. Слушайте свою интуицию. Не позволяйте каким-то сомнениям или, ну, вы предполагали, может быть, что вот будут развиваться события одним путем, а здесь все-таки может по аркану Луна в той или иной сфере, это старший аркан, пусть выпало на личную жизнь, но у кого-то это может проиграться как и через финансы, так и отчасти через вашу деятельность. Поэтому не позволяйте своим эмоциям со знаком минус увести вас от какой-то, ну, конкретики жизни, понимаете, что есть по факту. Давайте откроем карту «Совет». Правда, большие возможности. Это карта прогресса, это карта якоря, тройка жезлов. Это у нас человек, посмотрите, нарисован. Он уже, по сути, спиной повернулся к прошлому. Да, нет какой-то активности, опять же, на этой неделе. Нет активности как старта. Он еще как будто прицеливается, на каком корабле он отправится в свое путешествие. И вот здесь и вы можете что-то просчитывать, анализировать где-то, но не сомневайтесь в себе. Какой-то прогресс у вас как будто наметился. Чего-то вы не отмените. Словно ваша личная история. Она берет разворот в будущее. Причем с новыми возможностями. Счастьем, с радостью, с уверенностью. С уверенностью в финансовых делах. С уверенностью в личной жизни. Все станет по своим местам. И даже если на этой неделе что-то еще как будто так, вот знаете, за кулисами по карте Луна может быть у вас, но окончательно нерешенным, все равно как будто и успех, прогресс, он вас словно сам по себе ждет. И высшие силы вам помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.